На этой странной коробке не было ничего, ни маркировки, ни инструкции, ни указания ее содержимого. Грузовой самолет доставил ее в Бейрут, Ливан, и она, ожидая дальнейшей пересадки, простояла в стороне целую неделю. Место отправки Украина, пункт назначения Сирия. В конце концов, один из работников аэропорта случайно заглянул в отверстие возле крышки и чуть не упал прямо на месте. Внутри, в этой деревянной тюрьме, высотой всего 40 сантиметров, лежали 3 живых сибирских тигренка. Человек сообщил в зоозащитную организацию Animals Lebanon, и они прибыли незамедлительно. Коробку открыли. 3 4-месячных малыша лежали среди кала и мочи, голодные и обессиленные. Сотни паразитов ползали по шкуркам, а подушечки лап потрескались и покраснели от воздействия нечистот. При транспортировке тигрят в лечебницу они не могли даже подняться, ничто не указывало, что коробка содержала живых существ, не было никаких подробностей от грузоотправителя или получателя, рассказали в соцсетях представители АЛ. И это при том, что сибирские тигры особо ценный и исчезающий вид. Было установлено, что зверей отправил украинский зоопарк город Николаево, тигрята были проданы аналогичному зоопарку, расположенному в городе Дамаск. Зоозащитники обратились в суд с просьбой не возвращать животных, а оставить их для реабилитации в Бейруте. Мы предоставили документы, говорят они. Эти малыши были не единственными. С 2012 года их мать родила, по крайней мере, 12 детенышей. 9 из них уехали в неизвестном направлении, частным покупателям суд, понимая, что животные умерли бы без помощи АЛ, временно разрешили конфисковать тигрят. Однако продавец и покупатель животных усиленно борются за право забрать свой груз назад. А тем временем 2 сестры и брат получили в распоряжение собственный дворик для игры. У них не было имен, только числовые коды, поэтому первым делом тигрят решили назвать. Дали сибирячкам родные имена Майя, Таня и Антон. Бедняжки постепенно отходят от трудного путешествия и уже проявляют характер. Майя самая храбрая и любопытная, Танюша ее верный соратник, который везде следует за сестренкой. Антоша же добродушный и застенчивый уволень, который пока еще глядит на всех с опаской. Теперь малышам остается только ждать, что скажет суд. Такие котята на черном рынке могут стоить десятки тысяч долларов, поэтому их хозяева будут бороться за них до конца. Мы же будем надеяться, что эта история закончится счастливо прежде всего для маленьких славянских тигрят. Их мордочки уже стали улыбаться, и они ступили на путь доверия людям, так пусть же вся их дальнейшая жизнь сложится под знаком доброты. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.